Что страшнее автомобиля из Кутаиси? Это же, конечно же, маленький бронеавтомобиль Puma. У меня модель от Звезды в 100 масштабе от такого маленького наборчика. Она выходила совсем недавно, так что смотрите за сборкой и окраской этого замечательного маленького бронеавтомобиля. Прям уси-пусечка. Итак, поехали. И сегодня я буду собирать тяжелый немецкий бронеавтомобиль Puma в 100 масштабе от фирмы Звезда. Это новинка этого месяца. Очень интересная модель. На обратной стороне коробки мы можем посмотреть готовый результат. Модель из серого пластика, ее размер будет чуть меньше 7 сантиметров и в наборе всего лишь 20 деталей, а это значит, что сборка займет не больше получаса. В коробке пакет с деталями, и он состоит из 2 литничков. А также маленькая инструкция, и вся инструкция это 1, 2, 3, 4 шага. Открываем детали. Итак, первым шагом нам надо найти детали под соответствующими индексами. И это детали номер А6, А3, А4 и А10. Буква А в обозначении детали обозначает рамку, на которой расположена деталь. И, кстати, на этой рамке должно быть где-то написано. И вот, тут какой-то индекс и в конце буква А. И это означает, что эти рамки имеют обозначение А, то, что нам нужно. И теперь мы ищем деталь номер 6, и вот она. И эта цифра обозначает, что эта деталь как раз то, что нам нужно, и она визуально похожа на ту, что нарисована на инструкции. Отрезаем. И, кстати, для сборки нам не понадобится клей, а только кусачки и небольшой надфиль, то есть маленькая пилочка. А так как эта деталь внутренняя, я не буду обрабатывать ее слишком чисто, и обработаю надфилем только этот бампер, так как он будет снаружи. А теперь нам нужны борта. Это детали А4 и, соответственно, А3. Ищем их на литнике. Отрезаем. Итак, детали готовы. Теперь соединяем. Согласно инструкции, ставим деталь А6 вот так. И к ней борта. Бампер должен попасть вот в эту маленькую щелочку. Соединяем до щелчка. Теперь поставим деталь А7. Вот она на литнике. Теперь отрезаем. И ставим на свое место до щелчка. Все идеально соединилось. Теперь башня. Она состоит из 3 деталей, 5, 9 и 8. 5 деталь это пушка. Она на другой рамке. Собираем, ставим на свое место орудие. И тут очень сложно ошибиться, так как отверстия имеют разный диаметр и маленькое находится ближе к пушке. Теперь остается собрать мосты и колеса. Устанавливаем мосты на свои места в соответствии с инструкцией. Настала очередь колес, отрезаем и также подготавливаем. А затем устанавливаем их на свои места. И все, бронеавтомобиль готов. Настоящий маленький бронеавтомобиль в 100 масштабе. Вот так выглядит Puma в естественной среде своего обитания. Я приступаю к окраске этой кошечки. Вначале мне нужно ее загрунтовать. Использую для этих целей грунт в баллончике. Но мне нужно быть аккуратным, ведь слишком большой факел баллончика может залить мелкие детали на броневичке. А грунт я купила в магазине «Модельная лавка». Быстрая доставка, а если вы наберете товаров на 1200 рублей, то доставка будет еще и бесплатной. А если примените этот промокод во время своей первой покупки, то сэкономите 200 рублей. Получается двойная выгода. Ссылка и промокод есть в описании к этому видео.
Перед окраской в основной цвет я решила окрасить черной краской те места, которые потом будет сложно покрасить. Делаю я это для того, чтобы, если мне не удастся прокрасить труднодоступные места, они хотя бы остались черными. И как бы была такая естественная тень. Я очень рекомендую такой лайфхак. Окрашиваю модель в основной цвет, и по идее пума должна быть желто-оливковой. Именно этим цветом я красила штук 3 пару месяцев назад. И цвет мне показался слишком уж белесым. Наверное, для модели в 35-м масштабе это было бы нормально, но не для такой мелкой модели. В микромире все происходит немножко по-другому, поэтому для базовой краски я использую не желто-оливковый, а цвет под названием охра. Он уходит в более коричневую палитру, что мне в принципе было и нужно. Наступает самый зубодробительный момент в работе над этой кошечкой. Мне надо окрасить кисточкой мелкие элементы, и начинаю я с шин. В 72-м масштабе окрасить шины и бандажи катков задача непростая, а что же говорить про 100-й масштаб. Я работаю акрилами от украинской фирмы ICM, и как и все украинское, они просто замечательные. Жаль, что мы лишились таких благ цивилизации. Когда эти краски закончатся, буду красить, наверное, угольками или раздавленными жуками. Но это же, конечно, шутка. Но краски действительно хороши, и благодаря своей природе это акрил, он дает шанс на ошибку. И эти ошибки можно смыть ватной палочкой, смоченной в воде или в слюне, кто как больше любит. Окрашиваю шансовый инструмент, и тут нужны железные нервы и точность движений. Молоточки и домкратики слишком маленькие, зато окраска таких вещей разбивает мелкую моторику. Использовались пумы с начала 1944 года и до самого конца войны, преимущественно на Восточном фронте, но за своей малочисленности существенного влияния на ход боевых действий оказать не смогли. Экипаж «Пумы» состоял из 4 человек, а запас хода по шоссе – 1000 километров, мощность двигателя – 210 лошадиных сил. Главным же достижением этой бронемашины являлась ее подвижность и мобильность. Максимальная скорость – целых 90 км в час по шоссе. «Пума» быстро набирала скорость и хорошо удерживала ее даже при преодолении различных препятствий. Но на вязких или сыпучих грунтах, таких как песок, снег и водные преграды, машина сильно замедлялась и скорость перемещения значительно падала. Лобовая броня имела толщину от 15 до 45 мм в различных местах, поэтому могла защитить экипаж только от крупнокалиберных пулеметов и мелкокалиберных орудий. Но для броневика того времени это было очень даже весомо. И как завершение мелких работ я окрашу мелкие же глушители в темно-красно-коричневый цвет. По боевым характеристикам «Пума» – один из наиболее сбалансированных бронеавтомобилей Второй мировой войны, сочетающий достаточно скорострельную пушку с большим боекомплектом в 55 выстрелов, позволяющим бороться не только с бронетранспортерами, но и с танками союзников. К счастью, проявить себя в нужном для немцев образе она не успела, хотя при правильном применении являлась бы очень грозным оружием. После глянцевого лака я примусь за смывку. Смывку тут я использую коричневого цвета, и она будет отлично смотреться на желтой кошечке. Смывка позволяет выделить мелкий рельеф на модели, так как затекает в углубление пумы. И по сути это один из немногих способов сделать модель интересной, особенно в таком мелком масштабе. После нанесения матового лака я сделаю выделение выпуклых деталей методом сухая кисть. Я макаю широкую густую кисть в белую масляную краску, вытираю кисточку почти насухо и такой кистью прохожусь по всей модели. И после этого приема модель выглядит еще более интересной. Вот такой бронеавтомобиль у меня получился. Теперь у меня настоящая коллекция маленьких немецких машин. Умещается прямо на ладошке. Здорово. Я очень люблю маленький масштаб. Спасибо, что вы посмотрели это видео до конца. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Вы услышали что-то новое или узнали, как красить модель. Так что желаю вам, чтобы ваши модели также получались отлично и как у меня. До новых встреч. Пока-пока.